Всем привет, это Михаил Кобзарь, ProLand TV. В руках у меня плата D-Clean Quad 2. Классика жанра для работы с видеосигналом для огромного количества разных приложений и программного обеспечения. Вот такая вот красивая. Первая версия платы вышла 11 лет назад, в 2011 году. С тех пор плата переиздавалась 3 или 4 раза, практически незаметно для пользователей. Физический размер ее уменьшился, естественно, стабильность работы повысилась и возможности обработки сигнала, конечно же, увеличились. Здесь добавили, по крайней мере, два вот таких вот кулера. По поводу приобретения этой платы и другого профессионального оборудования, допустим, даже сборки сервера для стриминга или записи, вам поможет компания-интегратор Окно ТВ. Специалисты с многолетним опытом помогут вам в реализации любого проекта, от небольшой студии до полноценного телеканала. Адрес и телефон на экране. Несмотря на то, что эта плата работает с разрешением Full HD 60 кадров в секунду, этого вполне достаточно для современного видеопроизводства. В общем-то, дело в том, что Blackmagic давно уже производит различные многоканальные платы. И, кстати, этот продукт, он по сути представляет сразу 8 плат ввода и вывода видеосигнала на одной плате в одном корпусе. Зачем же это нужно? Во-первых, для экономии места. Если пойти по экстремальному пути, то можно использовать 4 платы мини-рекордер и одну мини-монитор. Но где вы видели материнскую плату с 6 разъемами PCI-Express? Пожалуй, это только серверные решения. Так что вот эта плата D-Clean Quad 2 экономит вам место в корпусе, в системнике и меньше греется, конечно, чем несколько плат. Следующий плюс: все эти 8 разъемов двунаправленные. Либо это вход, либо это выход. Это, конечно, также удобно. Допустим, по сетапам сегодня у вас проект с 4 камерами и одним монитором, мастер-выходом, а завтра 2 камеры и 4 монитора. Можно переключить входы и выходы, и, собственно, вопрос решен. Все это делается в софте. Кроме этого, плата поддерживает огромное количество программного обеспечения. Конечно же, vMix номер 1, который полностью раскрывает возможности D-Clean Quad 2. Вы можете подключить сюда до 8 источников, не только камеры, организовать ввод и вывод видеосигнала, захватить все видеосигналы в отдельные файлы, но, конечно же, для этого уже понадобится довольно мощный компьютер. Плата работает с софтом DaVinci Resolve для захвата и вывода видеосигнала. Это пригодится для живого просмотра картинки на площадке или тоже для записи видеофайла и мониторинга уже на выходе программы DaVinci на каком-то профессиональном мониторе без задержек и искажения цвета. Вообще программ, поддерживающих плату, очень много. Это и монтажный софт, и видеодиджейские приложения, и даже кастомные решения для специальных задач. Вы можете сами их написать при помощи открытого SDK, который есть на сайте Blackmagic Design, там же есть форум. Кстати говоря, российская компания Medialux из Калининграда интегрировала эту плату в свои решения для работы с протоколом NDI и конвертации SDI-NDI. Очень удобное решение, зайдите к ним на сайт, посмотрите их софт для передачи сигнала и для многоканальной записи. Еще вариант использования: если у вас не огромный компьютер, а ноутбук, то можно применить корзину с адаптером PCI-Express Thunderbolt, допустим, от компании Sonnet, и пользоваться, опять же, всеми возможностями этой платы на вашем ноутбуке с любимым софтом. Это точно сэкономит вам силы при транспортировке и превратит ваш ноутбук в полноценную видеосистему, видеомикшер, систему вещания и все остальное. Также плата поддерживает разные операционные системы. Это Windows, Linux, macOS. И, в общем-то, это не проблема, потому что на сайте есть драйвера ко всем этим системам. Ставьте все, что хотите под любой системой, настраивайте свой сетап. То есть возможности у этой платы по сравнению с конкурентами в 3 раза больше, если смотреть на операционные системы. Давайте рассмотрим плату внимательнее, если вы ее не видели. Коммутационная панель, 9 разъемов micro BNC. Точнее, они называются DIN 1.0.2.3. 8 соединений для видеосигнала, который идет в обе стороны, и 1 для входа синхросигнала. Для подключения к разъемам BNC используют специальные переходники
Но я, конечно, советую сделать вам рековую панель, так надежнее. Да и микроразъемы вот эти самые, они не любят частые коммутации. И также их можно просто выломать. Такие случаи уже есть, но сервис с этим справляется. По поводу подключения, здесь используется шина 8X, в общем-то она вставляется в любой современный компьютер, но помните, что при работе сразу с 8 источниками сигнала, 8 камер, допустим, подключите, вам нужна достаточно мощная материнская плата, чтобы у нее была широкая шина, ну точнее с широкой полосой пропускания. Вот, тогда у вас все будет работать отлично в том же vMix. Также на плате расположены два кулера, они очень тихие, но тем не менее нужны, чтобы охлаждать два вот этих микропроцессора. И также есть разъем micro-USB, он предназначен для резервного восстановления платы в случае сбоя. Посмотрите ролики на канале YouTube, там умельцы в основном с запада восстанавливают эти платы и показывают, как это делать. Но если у вас что-то случается с этим устройством ввода-вывода, то обращайтесь в наш сервис-центр компании ProLand, там вам помогут, расскажут, и если плата на гарантии, то, возможно, ее поменяют на новую. Случаи, конечно же, бывают разные, но, тем не менее, сервис у нас работает отлично. Давайте подключим плату к компьютеру и посмотрим, что же там в настройках и как настраивать 8 плат в одной плате. Blackmagic Desktop Video Setup – это утилита для настройки всей линейки плат, как PCI-ных, так и Thunderbolt. USB 3, может быть, выпустит компания Blackmagic в этом году. Подождем. Посмотрим на интерфейс. Вот здесь очень интересно. D-Clean Quad 2 – это общее название платы. И если мы нажимаем дальше, то видим как раз отдельные платы с отдельной настройкой параметров. Вот так вот все это выглядит интересно. То есть, как я и говорил, 8 плат на одной физической плате. Посмотрим здесь видео input. Входа у меня нет, к сожалению, ни одного переходника сейчас в студии. Ну вот просто нет с большого BNC на микро BNC. Далее видео выход, можно настроить его отдельно, 1080p, 30 кадров в секунду, и reference input, если вам нужен опорный сигнал. Зайдем в настройку непосредственно вот этой первой платы из 8 и посмотрим, что у нас здесь. Видео выход, можно поставить параметры выхода какие угодно. От NTSC до i60 кадров в секунду, включая, конечно, прогрессив. Далее, во время паузы можно ничего не показывать, либо показывать стоп-кадр. Ну, стоп-кадр, по мне кажется, удобнее. SDI output, здесь можно сконвертировать видео, либо 4.4.4, либо 4.2.2. SDI формат А или Б уровень, про это я уже рассказывал на канале ProLand. И также прогрессивный или PSF видео. Ну, про это я сделаю отдельный ролик. И последний пункт в видео выходе — это Reference Input, как раз сдвиг в пикселях этого опорного входа. Далее конверсия. Плата может конвертировать видео на входах и на выходах HD, SD и прочее. И на выходах HD, SD и 720 to HD. Коннекторы — вот это важная вещь. Здесь можно выбрать тип работы входа и выхода как раз у отдельной каждой платы. Подробнее об этой информации можно узнать на сайтах, которые производят софт, допустим, на vMix, vmix.com. Там есть подробная инструкция по настройке именно вот этой платы с картинками и с правильным таким маппингом вот этих входов и выходов. Они идут не 1, 2, 3, 4, а как-то более сложно. Посмотрите обязательно. О плате, драйвер, версия, обновление 3 декабря 2021 года, в принципе, не так и давно, в принципе, все. Здесь смотреть больше нечего. Плата D-Clean Quad 2 позволит вам сделать из достаточно среднего компьютера многоканальную видеостудию. На вход, на выход сигналы можно подавать достаточно просто. Достаточно добавить нужный софт, и вам доступно микширование источников, вывод любого изображения, графики на экран или в стрим. Понижение или повышение разрешения. Плата тоже с этим работает. Конечно же, многоканальный захват видеофайлов и прочие современные фишки, которые вам пригодятся при производстве вашего эфира, ваших продуктов онлайн, офлайн, записи многоканального захвата и всего остального. Поэтому плата обновленная. Не смотрите на то, что ей уже больше 10 лет, тем не менее, она еще достаточно долго продержится на рынке. Ну и, конечно, Blackmagic уже выпускает платы для работы с 4К, 8К и не за горами обновление линейки
вот этих плат серии D-Clink и, возможно, выход каких-то новых устройств. Посмотрим в 2022 году, чем нас обрадует компания Blackmagic Design. По поводу информации, следите за нашими социальными сетями, это Facebook, Instagram и, конечно, на канале ProLens всегда выходят свежие ролики. Если выходит какая-то новинка от Blackmagic или от другого оборудования, которое связано с Black'ом, то я об этом всегда рассказываю. Оставляйте комментарии. Самые интересные тексты я превращаю в ролики всегда. И, конечно же, есть отдельные ролики, это вопросы и ответы, которые будут выходить периодически. Так что пишите, это интересно, полезно для вас и интересно мне. На сегодня это все. С вами был Михаил Кобзарь. Всем пока.